Никто не ожидал, что тихий концертный вечер и модно-музыкальные события сольются в определяющий культурный момент. Однако уже через несколько часов глобальная дискуссия изменилась. Фанаты, инсайдеры индустрии и СМИ пришли к одному и тому же выводу: вокруг Тэхёна разворачивается нечто значимое. Призыв фанатов был ясным и неотложным. Вовлеченность стала важнее, чем когда-либо. Официальные посты брендов, статьи в журналах и подтвержденные публикации в СМИ перестали быть просто объектом восхищения, а превратились в платформы для целенаправленной поддержки. Для многих это стало негласным решением на 2026 год действовать умнее, громче и сплоченнее ради Тэхёна. По мере приближения конца года это решение неожиданно набрало обороты, придя совершенно с другой стороны. Сам вечер уже был наполнен предвкушением. Концерт Brouwer Night Soul в рамках Soul Tricycle в Гачиакской Дом стал первым сольным выступлением группы за 6 лет. Редкое возвращение, билеты на которые были распроданы с невероятной скоростью. Зал был полон давних поклонников R&B, музыкантов и фанатов, которые понимали всю важность момента. Известные своим вокальным мастерством и эмоциональной глубиной, Brouwer Night Soul сделали этот концерт одним из самых ожидаемых в году. Казалось, все идет точно по плану. Затем произошло нечто неожиданное. Тихо сидя на VIP-балконе, почти сливаясь с тенями, Тэхён был замечен зрителями. Не было ни объявления, ни прожектора, ни прерывания выступления. И все же его присутствие незаметно изменило атмосферу внутри купола. Тэхён приехал не как звездный гость и не для выступления. Он приехал как фанат, тот, кто давно восхищается Brouwer Night Soul и их проникновенным R&B беззвучанием. Для многих зрителей это осознание пришло постепенно. Головы поворачивались, раздавался шепот, телефоны поднимались осторожно, почти с опаской, словно люди не были уверены, реально ли то, что они видят. За считанные минуты тихое открытие сменилось всеобщим недоверием. Социальные сети отреагировали мгновенно. Сообщения, подтверждающие присутствие Тэхёна, быстро распространились, и фанаты назвали этот момент подарком, а не зрелищем. Концерт внезапно стал чем-то большим, чем просто выступлением. Казалось, что история разворачивается незаметно. Атмосфера внутри купола незаметно изменилась. Зрители поглядывали на балкон между песнями, понимая, что делят пространство с артистом, глубоко связанным с исполняемой музыкой. Момент вышел на новый уровень, когда Brouwer Night Soul поприветствовали Тэхёна со сцены. Приветствие было теплым, сдержанным и искренним, вызвав аплодисменты, не нарушая ход концерта. В непринужденном обмене репликами группа в шутку назвала младшего айдола «солнышком», перевернув традиционную иерархию и вызвав смех у публики. Юмор нес в себе более глубокий смысл. Он признавал глобальное влияние BTS, сохраняя при этом скромность и теплоту, которые определяют идентичность Brouwer Night Soul. Для давних поклонников этот момент стал символичным. Тэхён исполнял каверы на песни Brouwer Night Soul с самых ранних этапов своей карьеры, часто называя их своими музыкальными вдохновителями. Увидеть, как его признают вживую артисты, сформировавшие его звучание, было похоже на тихое завершение круга. Пока этот момент распространялся среди фанатов, новая волна внимания пришла из мира моды. Изображения и видео с парижской фотосессии Тэхёна для Vogue Japan всплыли и заполонили ленты новостей. Журнал описал его вокальные данные как поразительные, сочетающие в одном кадре мальчишескую чистоту и соблазнительную чувственность. Вдохновленная эстетикой звезд 1990-х, фотосессия подчеркнула его озорство, уверенность и харизму.
Это была не просто модная фотосессия, это было заявление. Украсив обложку февральского номера Vogue Japan 2026 года, Тэхён предстал как воплощение контролируемой многогранности, идеально сочетающейся с его ролью глобального посла Серлин. Время было выбрано удачно. Пока одна часть мира обсуждала его тихое присутствие на проникновенном концерте, другая анализировала его доминирование в мире роскошной моды. Вместе эти моменты формировали более масштабную историю. Тэхён не гнался за вниманием, он добивался его благодаря подлинности, вкусу и сдержанности. Для поклонников послание было недвусмысленным. Поддержка Тэхёна в 2026 году не будет означать борьбу с шумихой или противоречиями. Она будет заключаться в усилении его творчества, праздновании его достижений и сосредоточении энергии там, где это наиболее важно. Наблюдатели в индустрии начали замечать эту закономерность. Будь то музыка, мода или культура, влияние Тэхёна не зависело от зрелищности, оно зависело от его присутствия. По мере приближения итоговых рейтингов и усиления дискуссий о его наследии, его имя всплывало снова и снова, не насильно, а постоянно. Концерт в Гачак Скайдом и обложка Vogue Japan не конкурировали за внимание. Они дополняли друг друга, раскрывая две стороны одного и того же артиста. Одна тихо слушала в темноте, другая же блистала на мировой сцене. Обе были одинаково сильны. По мере приближения 2026 года стало ясно одно: Тэхён не ждет года, чтобы короновать себя. Он формирует это мгновение за мгновением, с намерением, артистизмом и присутствием, за которым мир продолжает следить. Вопрос возник почти сразу после того, как утихла шумиха. Неужели Тэхён просто тихо переосмыслил, как выглядит глобальное влияние в 2026 году? Этот вопрос не был выкрикнут или навязан. Его задавали с недоверием фанаты, аналитики и наблюдатели за индустрией. Развернулось нечто гораздо более тревожное для индустрии, построенной на шуме, не громкая реклама или агрессивное продвижение, а нечто гораздо более тревожное – стабильность без зрелищности. В дни после концерта и модных откровений динамика вовлеченности говорила сама за себя. Контент, связанный с Тэхёном, продолжал превосходить ожидания, не взлетая и не теряя популярность, а поддерживая темп с необычайной стабильностью. Маркетинговые аналитики молчаливо признавали то, что фанаты уже чувствовали. Это была не вирусная популярность, вызванная ажиотажем, а внимание, основанное на доверии, самая ценная форма влияния сегодня. Контраст оставался поразительным. С одной стороны, Тэхён молча сидел на VIP-балконе, слушая музыку, которая формировала его творчество. С другой стороны, он доминировал в международном модном дискурсе как лицо крупного люксового издания и бренда. Вопрос стал неизбежным: как одному артисту удается одновременно обладать и камерностью, и масштабом, не размывая ни то, ни другое? Для многих фанатов ответ заключался в намерении. Тэхён не рассеивает свое присутствие, он тщательно продумывает каждый шаг, позволяя смыслу накапливаться, а не взрываться и исчезать. Инсайдеры индустрии начали рассматривать его путь как пример для изучения, не в контексте агрессивного брендинга, а в контексте долгосрочного культурного позиционирования. Каждое появление, каким бы тихим оно ни было, казалось, добавляло веса, а не шума. Такой подход пошатнул традиционные показатели. Успех больше не измерялся исключительно количеством, а глубиной, продолжительностью разговоров и тем, насколько лично они воспринимались. По мере распространения итоговых рейтингов и прогнозов на начало 2026 года его имя появлялось снова и снова, не из-за споров, а из-за актуальности, которая не угасала. Поклонники тоже начали задавать себе более глубокий вопрос. Становились ли они свидетелями не просто очередного успешного года, а закладки фундамента чего-то более долговечного? Если одно лишь присутствие могло влиять на рынки, менять дискуссии и объединять поколения в музыке и моде, возможно, это вовсе не совпадение.
Возможно, настоящая неожиданность заключалась не в том, что Тэхён доминировал в эти моменты, а в том, что он делал это, никогда не требуя внимания. И это оставило в индустрии последний нерешенный вопрос. Если так выглядит тихое влияние, что произойдет, когда он решит высказаться громче?